Ребята, всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду собирать свою вторую подводную лодку. На этот раз у меня немецкая субмарина времен Второй мировой войны от фирмы Revell в 350 масштабе, а первая моя подводная лодка это была Щука от звезды. Так что, если вы тоже хотите приобрести похожую субмарину от фирмы Revell и не только, переходите в магазин «Модельная лавка». По промокоду, который вы видите на экране, вы получите скидку в 200 рублей на ваш первый заказ, а по промокоду Dasha скидка в 10%. Итак, пошли собирать и смотреть, что внутри этой коробочки. На коробке изображена подводная лодка, и она имеет такой вид немножко потрепанный. Хоть она изображена под водой, но на ней видны какие-то потеки и виден какой-то рисунок, скорее всего, камуфляжа. Ну а на обратной стороне рекламки других наборов от Revell кораблей. Так. Открываем коробочку. Маленький пакет с деталями. И инструкция. Так. Тут есть декаль. И она представлена в виде названия субмарины и какие-то опознавательные знаки. И обратите внимание, что немецкий флаг не имеет свастики. Так. Соединяем половинки корпуса. Теперь ждем, когда клей немножко подсохнет, чтобы выровнять вот этот шов. Теперь установлю палубу. Сначала примерю, теперь воспользуюсь клеем. Ну и считайте, половина лодки уже собрана. Так, теперь я собираю рубку. Так, и вторая половинка. Угу. А теперь я установлю рубку на корпус. Вот ее место. Вот так. После установки на свои места мелочевки я решила начать окрашивать модель. И вначале я нанесу грунт. И на этот раз он правильного серого цвета от фирмы Amo. Он классно ложится на пластик, но у него есть не самая удачная сторона. Он очень сильно прилипает к игле аэрографа, и отмыть его довольно сложно. Я долго выбирала, в какую цветовую гамму мне окрасить подводную лодку. Кстати, именно эта модель была у немцев самой распространенной, так что недостатков в принципе нет. Поизучав материалы, я остановилась на том, что буду делать модель, изображающую лодку У-96. Ее вы могли наблюдать в немецком фильме 1981 года «Das Boot». И напишите в комментариях, если вы видели этот фильм. Окрашу подставку в красный цвет, и мне показалось, что красный и серый будут неплохо сочетаться вместе. Тем более красный цвет я не очень часто использую в других моих стройках. Эта подводная лодка имеет двухцветную схему окраски – светло-серый верх корпуса и темно-серая подводная часть. В окраске мне помогут акрилы от фирмы Pacific серии Aero. Начинаю окраску, как советуют профессионалы, со светлых оттенков и в моем случае с верхней части корабля. После нанесения окрасочной маски из малярного скотча от фирмы Machete я окрашу нижнюю часть немецкого военного корабля. И задую подлодку глянцевым лаком, чтобы нанести смывку. И смывку я буду использовать черного цвета, она идеально подойдет под серые оттенки. Мне нужно выделить многочисленные клепки, которые, как мне кажется, выглядят немного большеватыми для этого масштаба. Смываю излишки смывки художественным white спиритом. Если вспоминать немецких подводников из художественных фильмов, мне больше всего в голову приходят образы из российского сериала «Конвой ПК-17». Это произведение рассказывает о противостоянии немецких моряков, чья задача была прекратить снабжение Советского Союза материалами союзников по морскому пути в Мурманск, и советских и англо-американских моряков. В этом киносериале очень колоритные немецкие подводники.
И мне запомнилось два эпизода. Первый – это когда они подошли вплотную к вражескому для себя кораблю и с короткой дистанции запустили в него торпеду, да так, что сами от взрыва торпеды чуть не пострадали. И капитан лодки потом сказал, что лучше бить так, чем ломать голову с гребаной геометрией, и думаю, что многие школьники его бы поняли. А теперь я нанесу на подставку маркировку, порядковый номер подлодки, тип судна и серию. А после того, как смывка подсохла, я покрою модель матовым лаком и могу приступить к следующему шагу – выделению рельефа методом сухая кисть. И для этого мне потребуется масляная белая краска. Я вытираю кисть почти насухо и в таком виде прохожусь по всей модели. Масляной краске надо дать высохнуть примерно часов 10, прежде чем переходить к заключительному этапу работы над моделью. А следующим этапом будет прием масляной точки. Так как подводная лодка часто всплывает и погружается, то на ней должны оставаться потеки от морской воды. А нередко такие потеки сопровождаются ржавчиной и засоленными участками. А второй эпизод связан с тем, как они выловили американский экипаж, дрейфующий в шлюпке после кораблекрушения. Мало того, что немцы приняли стюарда корабля за капитана, так они сказали еще очень сильную фразу: «Зажравшиеся американцы пошли искать приключения в русских морях». Я применяю масло коричневого, светло-серого, темно-серого цветов и размываю их кистью, слегка смоченной в художественном white-спирите в направлении сверху вниз. Очень рекомендую вам подписаться на мой Яндекс.Дзен канал, и там каждый день выходят материалы о моделизме и о технике, а также обзоры новостей мира масштабных моделей и бэкстейджа со съемок. В общем, будет очень интересно всем фанатам техники и техники в миниатюре. Ссылочка на мой Яндекс.Дзен канал в описании. А еще у меня есть телеграм-канал, где вы можете оперативно отслеживать мои новые выпуски и наблюдать за прогрессом моих строек. А также в телеграме действует чат, где каждый может задать интересующий вас вопрос по моделизму, и вам обязательно отвечу я или же почти 100 активных участников. Ссылочки на канал и чат ищите в описании к видео. А также, если вы точно хотите приобрести такую модель к себе в коллекцию, то не забывайте, что до конца августа 2022 года по моему личному промокоду на ваш первый заказ будет действовать скидка в 500 рублей, и это довольно выгодное предложение. И мне осталось водрузить на корабль денацифицированный немецкий флаг, и все, работа закончена. Все-таки для меня подводная лодка в 350 масштабе получилась слишком мелковатой. Для модели подобной техники лучше использовать более крупный 144 масштаб, как у моей подводной лодки «Щука», которую я собирала в прошлом году. Надеюсь, видео вам было интересным и полезным, и не забывайте переходить на мой Дзен канал по ссылке в описании. Увидимся в новом видео, до новых встреч, пока-пока!